Приветствую всех! Вот такой простой предмет. Кусок медной проволоки, скрученной особым образом и замкнутой в кольцо. Никаких батареек или электроники или умной начинки. Но с ним происходят вещи, которые трудно объяснить с точки зрения официальной науки. Так как рассчитывать на эту науку не приходится, покопаемся в этом сами. Итак, тензорное кольцо. Конечно же, это не изобретение вчерашнего дня. Его современную форму разработал Слим Сперлинг вместе с партнером Биллом Ридом в 1990-х годах в США. Слим был кузнецом, работал с медью, сталью, разными металлами. Постепенно он начал сотрудничать с людьми, которые занимаются изучением энергии, геопатогенных зон, то есть мест, где из-под земли исходит излучение, влияющее на живых существ, и лозоходством, то есть древней практикой поиска воды и энергетических аномалий с помощью рамок. И начались систематические опыты с водой, с растениями, с людьми, с пространством. Результаты, мягко говоря, удивили. Что ж, давайте разбираться, как это работает. Начнем с физики. У любой проволоки есть два конца – положительный и отрицательный, как у магнита север и юг. Когда мы складываем проволоку пополам и скручиваем ее, северный конец теперь движется навстречу северному, а южный – навстречу южному. То есть равное количество энергии течет в противоположных направлениях одновременно. Представьте две волны на воде, идущие навстречу друг другу. В момент встречи они гасят друг друга, и на долю секунды поверхность становится абсолютно ровной. Тишина, ноль. Именно это и называется нулевой точкой – zero point полем. Вот что происходит в скрученной проволоке тензорного кольца. Энергия не исчезает. Она сворачивается в эту точку, схлопывается и разворачивается одновременно. А когда концы проволоки замыкаются в кольцо, поток больше не имеет ни начала, ни конца. Он существует непрерывно. Тензор – это математическое понятие из физики, описывающее структуры пространства. Именно это слово Слим Сперлинг и взял за основу названия, потому что поле внутри кольца ведет себя как тензорная структура. Она создает когерентность, иными словами, выстраивает хаотичные энергии в порядок. Тензорные кольца, как вы, вероятно, уже заметили по этим фотографиям, бывают разных размеров. И это не случайно. Размер – это не просто эстетика. По-видимому, это принципиально важная часть того, как работает кольцо. Так почему же кольцо должно быть строго определенного размера? Оказывается, ответ на этот вопрос уходит корнями в Древний Египет. Первые тензорные кольца Слим делал на основе так называемого священного локтя, или, говоря научным языком, кубита. Кубит – это древняя единица измерения длины. И этот конкретный кубит, 52,4 см, или половина его, 26,2 см, был обнаружен в пропорциях камеры царя Великой пирамиды Гизы. Случайность? Похоже, что нет. Ведь это измерение создает резонансную частоту, ту, которая порождает порядок, а не хаос. По-видимому, те, кто строил эту пирамиду, знали – правильные пропорции наполняют пространство особой живой силой. И по версиям исследователей, именно из-за особой акустики и пропорций, которые усиливали энергию, камера царя была явно не рядовым помещением. Что происходило в том зале? Вряд ли нам кто-то сегодня ответит точно на этот вопрос. Но вернемся к кольцам. Если есть один кубит, значит, могут быть и другие. Так и оказалось. Со временем исследователи обнаружили, что похожие единицы измерения использовались и в других древних цивилизациях – у шумеров, викингов и многих других по всему миру. У каждого своя длина, своя резонансная частота, свой эффект. И на основе каждого из них можно сделать тензорное кольцо своего размера. В 2000 году немецкий астрофизик Ханс Беккер, работавший в тесном сотрудничестве со Слимом Сперлингом, открыл еще один кубит, так называемый «потерянный». И название говорит само за себя. По расчетам Беккера, эта единица измерения была намеренно исключена из древних записей.
Ее секреты тщательно охранялись египетским жречеством и были доступны только высшим посвященным и самому фараону. Остается, правда, один вопрос: как Беккеру удалось установить, что такая информация была доступна лишь высшим посвященным? Он потомок фараона? Но, как бы то ни было, размер кольца действительно напрямую влияет на характер его поля. Не любой отрезок проволоки, замкнутый в кольцо, будет работать одинаково. Важна именно длина, кратная кубиту. А теперь переходим к вопросу, который напрашивается сам собой. Можно ли увидеть работу кольца в действии? Однозначно. Факт номер 1. Итак, электромагнитное излучение, сокращенно ЭМИ. Это то, что постоянно фонит от нашего телефона, роутера, компьютера, микроволновки. Мы его не видим, не слышим, но приборы его фиксируют отлично. Так вот, когда тензорное кольцо оказывается в поле действия ЭМИ, прибор перестает пищать. Тензорное поле внутри кольца нейтрализует хаотичные электромагнитные поля, буквально причесывает волны, приводя их в порядок, а значит, защищает всех, кто находится рядом. Исследователь Филипп Каллахан, посвятивший годы изучению парамагнетизма и его влияния на почвы и живые организмы, измерял парамагнитные показатели тензорных колец. И то, что он обнаружил, выходило за рамки привычного. По Каллахану парамагнетизм усиливает резонанс Земли. Именно это свойство делает почву плодородной и поддерживает жизнь. Факт номер 2, который также трудно проигнорировать. Если вы возьмете стакан воды и поместите его в морозилку, поставив на тензорное кольцо, а затем взглянете на то, как вода заморожена, то что вы увидите? Вихрь. Буквально замороженный вихрь в центре льда. Снизу маленький, кверху разворачивается. Обычная вода же так не замерзает. Но с тензорным кольцом... Как вы думаете, есть ли разница выпить стакан обычной воды или воды после воздействия тензорного кольца? По наблюдениям, вкус и запах хлора в воде, простоявшей в тензорном поле кольца, заметно уменьшается уже через 2-3 часа. И кольцо ведь можно разместить не только вокруг стакана, но и вокруг водопроводного крана, вокруг трубы, и вода, проходящая через это поле, будет структурироваться. А если мы видим, как тензорное поле буквально меняет структуру воды, нетрудно представить, что то же самое может происходить и с нашим телом. Ведь, как вы помните, мы почти на 70% состоим из воды. Так почему бы не использовать тензорные кольца для себя напрямую? Маленькое кольцо можно надеть на руку, как браслет, сделать кулон или колье. Из таких же маленьких колец, кстати, делают и тензорные очки. Видео о них я уже публиковала. Ссылку оставлю в описании. Можно приложить кольцо к больному месту, суставу, голове. Ну, а если кольцо большое, можно просто сесть внутрь и оказаться в пузыре когерентного поля. Звучит необычно, но именно так и работают самыми крупными кольцами. Правда, здесь важная оговорка. Долго носить кольцо постоянно на одном месте тела не рекомендуется. Это не украшение, это инструмент работы с активным полем. А если носить кольцо на теле неудобно, не проблема. Как вы понимаете, тензорные кольца прекрасно работают повсеместно. Плохо засыпаете? Хотите улучшить свой сон? Положите кольцо рядом с кроватью или себе под подушку. Необходим телефон рядом с вами ночью? Положите его внутрь кольца. Кольцо нейтрализует некогерентное излучение. Постоянно за компьютером? Прикрепите кольцо на заднюю стенку монитора или, если работаете на ноутбуке, поместите его внутрь кольца. Люди говорят, что меньше устают от экрана. Роутер, счетчик электричества – везде тензорное кольцо будет к месту. И не забывайте про своих зеленых питомцев. Поставьте горшок с растением внутрь кольца или прямо в грядку. Корни развиваются активнее, урожайность по отзывам тоже возрастает. А теперь факт номер 3. Если в первых 2 случаях мы видели эффект от работы тензорного кольца, прибор замолкал, вода замерзала вихрем, то теперь мы увидим само тензорное поле.
Спросите, возможно ли это? Безусловно. Перед вами GDV-фотография, или по-русски снимок, созданный методом ГРВ, газоразрядной визуализации, разработанной на основе кирлиановской фотографии. ГРВ-камера создана российским ученым, профессором Константином Коротковым и даже сертифицирована Министерством здравоохранения России. А это означает, что данные, полученные от наблюдения за такими снимками и видео, переходят уже в разряд точных научных данных. Смотрите, вот это тензорное кольцо, а это обычный магнит. Кольцо излучает, и это излучение хорошо видно. Равномерное, симметричное, плотное энергетическое поле вокруг всего периметра. И здесь, между прочим, не просто излучение. Исследователи, изучавшие эти снимки, обратили внимание на сходство с явлением, которое в физике называется эффектом Мейснера. Вообще-то должно быть Майснера по немецкой фамилии, но через английский язык нам пришло Мейснера, вот так и прижилось. Так вот, эффект Мейснера – это свойство сверхпроводников отталкивать от себя внешние магнитные поля, создавая вокруг себя защитную зону. Кстати, именно благодаря этому эффекту пояс на магнитной подушке парит над рельсами. Конечно, тензорное кольцо не лабораторный сверхпроводник, но поведение очень похожее. Впечатляет, правда? Хорошая новость – при желании тензорное кольцо вы можете сделать сами. В интернете найдутся видео пошагового изготовления. Вам понадобится медная проволока 10 или 12 калибра, около 2-3 мм в диаметре. Длина отрезка должна соответствовать одному из кубитов. Складываете проволоку пополам, скручиваете по всей длине, замыкаете концы и спаиваете. И хотя для изготовления тензорного кольца не требуется какого-то специального навыка, понятно, что далеко не каждый готов создать его самостоятельно. Тогда остается его просто купить. Мастера, работающие с этой темой, есть и в России, и за рубежом. Что ж, давайте подытожим. Простой кусок медной проволоки определенной длины, скрученный и замкнутый в кольцо. И вот что происходит. Прибор для измерения Эми замолкает, вода в стакане замерзает вихрем, само поле видно на GDV-снимке, растения растут активнее, сон улучшается. Давайте продолжим этот список вместе. Делитесь своими открытиями.